Всем привет! Харьков и харьковчане отпраздновали День города, День украинского флага и День независимости. Отчет о том, как отпраздновал город, есть на канале. Кто еще не посмотрел, обязательно это сделайте. Это, наверное, были самые счастливые лица Украины. Давно мы не видели город таким праздничным и веселым. А уже утром 25 августа Российская Федерация ударила ракетами по Харькову. Взрывы прогремели в городе около 4 утра. По данным прокуратуры, зафиксировано прямое попадание в жилые дома. Пострадали 6 человек. Утром 26 августа снова Россия обстреляла Харьков ракетами. Позже Олег Синегубов сообщил, что в Харькове Российская Федерация попала по открытой территории. Пострадавших нет. Взрывы раздавались не только в Харькове, но и в Киеве, Луцке, Львове, Запорожье, Днепре, Одессе и в других городах на западе Украины. Из-за массированной атаки возникли перебои с электроснабжением. Были введены экстренные отключения света почти по всей Украине. В том числе в Харькове и Харьковской области. Здесь также применили графики аварийных отключений света. Жизнь в городе идет своим чередом. И Алекс Моторный, как всегда, знакомит зрителей канала с наиболее интересными новостями, событиями, происходящими в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к начальнику Харьковской областной военной администрации Олегу Синегубову и акционерному обществу Харьковобленерго с просьбой не применять графики отключений электроэнергии в Харькове. В своем обращении мэр отметил, что Харьков уже 2,5 года находится в прифронтовой зоне и постоянно подвергается ударам со стороны Российской Федерации. Терехов отметил, что из-за постоянного террора харьковчане испытывают немало бытовых неудобств, связанных с невозможностью предоставления коммунальных услуг в полном объеме. Мэр сослался на заявление премьер-министра Украины от 18 июля 2024 года, согласно которому в населенных пунктах и на объектах в 20-километровой зоне от границы с Россией и Белоруссией и в 20 километрах прифронтовой зоны отключать электроэнергию не будут. Харьков соответствует этим условиям. В Харькове запустили еще один трамвайный маршрут. 20 августа 23 номер трамвая вышел в рейс. Восстановленный маршрут стал короче, чем до полномасштабной войны. Вагоны направились вдоль проспекта Тракторостроителей от улицы Непокоренных, бывшая улица Героев Труда, до Салтовского шоссе. На этом маршруте будет ежедневно по 5 выпусков. Интервалы будут в среднем по 15-17 минут. На маршруте будут задействованы чешские трамваи, которые Харьков недавно получил от города Плзень. 23-й маршрут мог бы быть длиннее, но в трамвайном депо не нашли достаточное количество водителей. Его возвращение готовили 5 месяцев, обследовали и ремонтировали пути и линии, устанавливали табло и обустраивали остановки. Так что трамваи постепенно возвращаются на улицы Харькова. Знаменитый дом с градусником продали за 60 миллионов гривен. За право собственности на онлайн-аукционе соревновались 34 инвестора. Начальная цена была 839 тысяч гривен.
Победной оказалась ставка частной фирмы «Гамма-55» размером 60 миллионов, то есть в 71,5 раза больше стартовой цены. Вместе с НДС компания должна уплатить 72 миллиона гривен. «Гамма-55» зарегистрирована в Харькове. Это предприятие владеет сетью аптек 911 по всей Украине. По условиям продажи новый владелец обязуется погасить просроченную кредиторскую задолженность. Это 5 миллионов 77 тысяч гривен. А также в течение полугода не увольнять работников предприятия. Это 5 человек. Кстати, здание было возведено в 1910 году. Харьков не может получить деньги на закупку школьных автобусов, так как государственная субвенция по закупке школьных автобусов не распространяется на города. Автобусы нужны, чтобы подвозить детей в метрошколу, которая с 1 сентября будет работать на 6 станциях метрополитена. С 1 сентября 2023 года, когда классы начали работать, в подземке учеников довозят бесплатно автобусы в сопровождении патрульной полиции. Это турецкие электробусы, которые город закупил накануне полномасштабной войны. В Харьковской областной военной администрации говорят, что город обращался в 2023 году с просьбой выделить часть суммы по субвенции на закупку 6 автобусов. Однако законодательством это запрещено, заверили в областной администрации. В этом году горсовет не обращался в Харьковскую областную военную администрацию с просьбой о закупке автобусов. Зато теперь можно снова бесплатно доехать до экопарка. Автобусы не ходили более 3 месяцев. Тогда их отменили из-за нового наступления россиян на севере Харьковщины и угрозы обстрелов. Теперь маршруты возвращают. Автобусы запущены 24 августа и будут ездить каждые выходные. Они будут отправляться от торгового центра Барабашова в 9:30, 11:30 и 13:30. Обратно автобусы будут отправляться в 11, 13 и 16 часов. Как сообщили в Фельдман-экопарке, восстановить автобусные маршруты решили по многочисленным просьбам харьковчан. Как-то в одном из новостных выпусков на канале я рассказывал, что из харьковского дельфинария Немо в Испанию эвакуировали 2 белых китов. Так вот, они уже адаптируются в крупнейшем океанариуме Европы – океанографическом парке Валенсии. Почти 2 месяца назад, когда Харьков подвергся сильному обстрелу, специалисты со всего мира бросили свои усилия на спасение 2 белух из харьковского дельфинария – 14-летней Миранды и 15-летнего Пломбира. Белухам для выживания нужна холодная вода. Из-за разрушения электросети в Харькове дельфинарий Немо перешел на электричество от генератора. Возникли трудности с охлаждением воды. Животные были вынуждены купаться в теплой воде. Команда ветеринаров сообщила об успешной адаптации белух, которую они проходят в новом доме. После того, как белухи прибыли в Испанию, Миранда несколько дней не ела. В настоящее время животные чувствуют себя хорошо и уже начали взаимодействовать с 2 другими местными белухами. Кстати, 23 августа, в день города Харькова, наша львица Веста из Харьковского зоопарка подарила жизнь маленьким львятам. Это событие, символизирующее силу, устойчивость и продление жизни даже в самое сложное время. Процесс переименования в Харькове только начался, сообщил в интервью украинскому радио Харьков мэр города Игорь Терехов.
Поэтому люди только привыкают к новым названиям. Несмотря на это, если еще 3 года назад горожане почти не воспринимали переименования, ситуация изменилась, подчеркнул мэр. По словам Терехова, процесс переименования неизбежен. Этого требует законодательство и общество. Однако в мэрии пытаются сделать его более мягким, чтобы людям было комфортно. Переименования в городе будут продолжаться. Мэр отметил, что споры идут также касательно нового названия метро «Заводская», ранее завод имени Малышева. Некоторые граждане предлагают название «Танковый завод», однако, по мнению мэра, это делать нецелесообразно. Напомню, процесс деколонизации топонимов проходил в рамках закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации. Практически так же, как в свое время организовали декоммунизацию. Первыми право изменить названия в своих населенных пунктах получили органы местного самоуправления, городские, поселковые и сельские советы. После полномочия перешли к мэрам, поселковым и сельским головам. У них было еще 3 месяца до 27 апреля. Именно поэтому последние переименования в Харькове утверждал не горсовет, а мэр Игорь Терехов своим распоряжением. До 27 июля право переименовать топонимы на территории области перешло к начальнику Харьковской областной военной администрации Олегу Синегубову, который должен был завершить переименование. Мэр Харькова Игорь Терехов высказался против сноса памятника воину-освободителю около станции метро 23 августа. В частности, мэр сказал: «По моему мнению, не нужно с ним ничего делать, потому что это памятник не коммунистическому режиму, а воинам-освободителям, которые защитили наш город, освободили его от нацизма. Кроме того, он внесен в реестр Минкульта как памятник местного значения. Мы воспринимаем этот памятник как символ того, что наши воины освободили украинский город Харьков. Я считаю, это экстремизм, и он нам не нужен. Нужно разъяснять, потому что это наша история», — заявил мэр. «75 детей родилось в Харькове с 15 по 21 августа. Среди новорожденных 38 мальчиков и 37 девочек, в том числе двойня, 2 девочки. Всего с начала войны в Харькове появилось на свет 6009 детей».